Андрей, ты тоже заметил, что порции здесь очень маленькие? Да, Катя, я это заметил. Я ожидал больше еды. Я думала, что суп будет больше. Смотри, какая тарелка. Да, тарелка большая, а супа мало. Забавно, да? В Москве часто так. Много красивой посуды, мало еды. Точно! Вчера в кафе было то же самое. Маленькие порции. Мне нравится вкус, но я не наедаюсь такими порциями. Я тоже. Мне хочется еще заказать, чтобы наесться. Может, закажем салат? Может, его будет больше? Можно попробовать. Я надеюсь, что порция будет больше. Кстати, а в Питере тоже такие маленькие порции? Нет, в Питере дают больше еды. Там больше щедрости. Интересно, нужно поехать в Питер на выходные. С удовольствием. Я знаю хороший ресторан у Невы. А здесь почему такие маленькие тарелки? Наверное, это модно сейчас. Маленькие порции. И дорогие. За такие деньги я бы хотела больше еды. Да, цены не маленькие, но атмосфера тут уютная. Да, мне очень нравится интерьер. Тепло и красиво. Согласен. Можно посидеть, поговорить спокойно. Но все равно хочется что-то посущественнее. После ужина надо зайти в булочную за пирожками. Отличная идея. Я люблю пирожки с картошкой. А я предпочитаю с мясом. Можно купить обоих видов. Давай так и сделаем. А здесь, пожалуй, хватит. Да, десерт, наверное, тоже будет маленький. Лучше оставить место для булочки, чем для десерта. Полностью согласен. И чай купим, верно? Да. А что ты скажешь официанту про порции? Я просто улыбнусь. Пусть знают, что мы голодные. Может быть, однажды здесь начнут готовить больше. Как уютно в этом поезде, правда, Иван? Да, Анна, очень приятно ехать. Здесь тепло. Но вот эти люди говорят очень громко, слышишь? Да, слышу. Их голоса мешают мне читать книгу. Мне тоже трудно отдыхать, когда кто-то шумит. Они, наверное, рады встрече, но могли бы быть тише. Иногда в поезде сложно найти тишину. Ты часто ездишь на поезде. Да, я езжу из Москвы в Петербург почти каждый месяц. Я редко путешествую, но мне нравится железная дорога. Я люблю смотреть в окно и думать о чем-то хорошем. Я тоже, особенно зимой, когда идет снег. Жаль, что сейчас так шумно. Хочется покоя. Можно попросить их говорить потише. Наверное, можно, но мне неудобно. Я понимаю, иногда проще терпеть. Может быть, они скоро выйдут или устанут. Да, возможно, мне помогает музыка в наушниках. А я забыла свои наушники дома. Если хочешь, можешь послушать со мной. Спасибо, Иван, ты очень добрый. Пожалуйста, какая музыка тебе нравится? Я люблю русскую классику. А ты? Я тоже. Например, Чайковский мой любимый. У меня на телефоне есть его музыка. Здорово. Включим прямо сейчас. Давай, может, станет спокойнее. Да, хорошая музыка помогает забыть шум. Иногда поезд– это идеальное место для отдыха. Я согласен. Главное – хорошая компания или музыка. С тобой приятнее ехать, Иван. Спасибо, Анна. Взаимно. Ты заметил, что официант ничего не записал? Да, я тоже это увидел. Очень удивительно. Как он все запоминает? У нас большой заказ.
Может быть, у него хорошая память. В Москве я редко такое вижу в ресторанах. Да, обычно записывают на блокнот или планшет. Интересно, он не ошибется с блюдами? Посмотрим. Я заказал борщ и чай. А я взяла салат и минеральную воду. Думаешь, Юрий, его имя? На бейджике написано. Наверное, да. Юрий выглядит очень уверенно. Ему нравится быть официантом, по-моему. Смотри, как он легко общается с гостями. Он улыбается и всем помогает. Это важно для хорошего ресторана. Здесь уютно, атмосфера приятная. Правда, я люблю такие места. Тебе сложно работать официантом? Думаю, да. Нужно быть быстрым и внимательным. И нужно знать меню наизусть. Вдруг гости просят что-то особенное. Кстати, помнишь наш первый визит в Санкт-Петербург? Да, там нас тоже обслуживал молодой официант. Но он записывал все и, кажется, все перепутал. Точно, тогда наш заказ принесли очень долго. А здесь все быстро и правильно. Наверное, опыт очень важен в этой профессии. Юрий, наверное, работает здесь давно. Интересно, он учился этому специально? Может быть, есть курсы для официантов? Мы можем спросить Юрия об этом позже. Хорошая идея. Пусть поделится своим секретом. Доброе утро, Антон. Как дела сегодня? Привет, Ольга. Все хорошо, спасибо. А у тебя? Тоже хорошо. Сегодня много клиентов? Да, с утра уже приходили трое. Были ли трудные ситуации? Один клиент был очень злой и громкий. Ох, это неприятно. Как ты справился? Я спокойно слушал его жалобу. Потом объяснил ему правила офиса. Это правильно. Мы должны быть вежливыми. Иногда люди просто хотят, чтобы их услышали. Да, многие сотрудники устают от агрессивных клиентов, Вообще работа с людьми бывает сложной. особенно если клиент кричит или нервничает. Мы можем делать перерывы, если нужно. Это помогает сохранять спокойствие. Согласен. Еще важно поддерживать друг друга. Если тяжело, можно позвать коллегу на помощь. Ты прав. Я всегда рада помочь, если нужно. Вчера Мария тоже общалась с агрессивным человеком. Я видел, она хорошо справилась. Да, потом она выпила чай и немного отдохнула. Иногда помогает просто немного поговорить. А ты когда-нибудь был очень зол из-за клиента? Да, но я стараюсь не показывать это. Лучше спокойно дышать и улыбаться. Улыбка часто помогает снять напряжение. А иногда просто сказать «мы вам поможем». Согласен. Главное – слушать и не спорить. Наш офис в Санкт-Петербурге очень спокойный. Да, люди здесь вежливее, чем в больших городах. Но всегда есть исключения. Важно помнить, мы команда. Вместе легче. Как красиво здесь сегодня на ночном рынке. Да, Анна, мне очень нравится эта атмосфера. Так много людей и ярких огней вокруг. Пётр, смотри, какие интересные сувениры. Да, я вижу. Хочешь что-нибудь купить? Может быть. Я люблю брать подарки друзьям. Согласен. Я тоже хочу купить магниты в память. Ты был на ночном рынке раньше? Нет, это мой первый раз. А у тебя?
Я была в Москве на рынке, но тут по-другому. Мне интересно попробовать местную еду здесь. Да, я уже чувствую запах шашлыков. Можно взять немного сладостей на десерт? Конечно, я люблю чак-чак и пахлаву. Ты видел этот киоск с вареной кукурузой? Да, пахнет очень вкусно. Купим по початку. Давай, мне нравится пробовать все новое. Я тоже. Здесь люди очень дружелюбные. Продавцы улыбаются и предлагают попробовать. Смотри, есть красивые деревянные игрушки. Можем выбрать одну для племянницы Светы. Отличная идея, думаю, ей понравится. Здесь так уютно, даже музыка играет. Да, народные песни создают хорошее настроение. Хочешь немного прогуляться между рядами? Конечно, я хочу посмотреть изделия из глины. Будь осторожна, народу здесь много. Не волнуйся, я держу тебя за руку. Спасибо, Анна. Рад, что мы здесь вместе. Я тоже. Такие вечера запоминаются надолго. Может, сделаем фото на память у фонтана? Отличная идея, Пётр. Давай сделаем снимок. Здравствуйте, Иван. Как ваши дела сегодня? Привет, Алина. Все хорошо, спасибо. А у вас? Я тоже хорошо, только устала немножко. Понимаю. Здесь много тяжелых коробок. Да, работы много, и все надо поднимать. Сегодня мы получили новые большие коробки. О, я видела. Они очень тяжелые, правда? Да, они весят больше 20 килограммов. Вчера я помогала Сергею нести мешки. У меня потом болела спина. Ой, надо быть осторожнее со спиной. Ты носишь пояс для поддержки. Иногда ношу, но часто забываю. Вы используете пояс? Да, всегда. Без него можно получить травму. Вы работали раньше грузчиком? Нет, я был кладовщиком на складе в Москве. Там тоже нужно поднимать коробки. Конечно, почти каждый день. Привык уже. В нашем магазине часто приходят тяжелые поставки. Согласен, иногда заниматься этим очень сложно. А какие еще есть профессии с тяжелым трудом? Например, строитель, шахтер или почтальон. Да, почтальоны носят много писем и посылок. Видел однажды, как почтальон нес тяжелый мешок. Женщины тоже работают на таких работах. Да, женщины справляются не хуже мужчин. Правда, но все-таки тяжело, особенно летом. Летом в складе жарко, тяжело работать. Важно делать перерывы и пить воду. Согласен с вами, без отдыха трудно работать. Хорошо, что у нас дружный коллектив. Да, с хорошими коллегами любая работа легче. Ты замечал, сколько людей спит в метро? Да, я часто вижу это утром и вечером. Сегодня напротив меня спал мужчина в костюме. Он, наверное, устал после работы. Возможно, люди в метро почти всегда выглядят уставшими. Мне иногда кажется, что метро – это большой ночлег. Согласен, многие используют время, чтобы поспать. Ты сам когда-нибудь спал в метро, Игорь? Да, пару раз засыпал после долгого дня на работе. А ты просыпался на своей остановке? Один раз проехал нужную станцию. Это неприятно. Мне всегда страшно уснуть в поезде. Я понимаю, особенно если едешь далеко, например, в Балашиху. Моя подруга Наташа умеет спать и просыпаться вовремя.
Видимо, у нее хорошие биологические часы. Хотела бы я так уметь, но боюсь проспать. Некоторые просто ставят будильник на телефоне. Правда? Я думала, в метро нет связи. Будильник работает даже без интернета. А, я не знала. Надо попробовать однажды. Кстати, спящие люди часто выглядят очень мирно. Согласен, иногда кажется, что они видят хорошие сны. Но некоторые спят слишком крепко и храпят. О да, я слышала храп несколько раз в вагоне. Однажды парень проснулся и испугался, что проспал. Это бывает. Я сам так однажды вскочил и выбежал. Я видела, как мама с ребенком спят вместе. Очень мило. Дети быстро устают в дороге. В метро странно, шумно, а уснуть можно. Наверное, людей укачивает ритм поезда и движения. Может быть, главное не забыть выйти на своей станции. Точно. Особенно вечером, когда сил совсем нет. Паша, почему ты опять в этой старой футболке? Мама, она удобная, для дома самое то. Но у тебя ведь есть новые майки. Новые майки я берегу на выход. А дома нельзя красиво одеваться? Ну кто меня тут увидит дома? Я вижу, и хочется, чтобы ты выглядел аккуратно. Мам, для меня главное, чтобы было удобно. Я люблю свободные штаны и теплый свитер. Вот этот свитер уже очень старый. Я привык к нему, он теплый и мягкий. Но он в катышках. Может, выбросим его? Пока не хочу, это же вещь для дома. А ты помнишь, как папа тоже любил свой халат? Да, он в нем даже гостей встречал. Мне кажется, иногда дом и уют в старых вещах. Точно, старое значит родное и любимое. Но давай иногда обновлять гардероб для дома. Согласен, можно что-то новое купить. Например, домашние штаны и мягкую кофту. Договорились, но мой свитер я не выброшу. Хорошо, держи его пока. Ты знаешь, у меня тоже есть любимая рубашка для дома. Синяя в клетку? Я часто тебя в ней вижу. Да, она очень теплая, и мне в ней уютно. Уют дома – это главное. Верно. Важно, чтобы было удобно и приятно. А что ты думаешь о тапочках? Я люблю мягкие тапки, особенно зимой. А я хожу в носках, так теплее. Главное, чтобы ноги были в тепле. Дом – место, где можно расслабиться. И носить то, что приносит радость. Папа, как тебе жить с семьей? Мне нравится, в доме тепло и весело. А ты когда-нибудь жил один? Да, когда учился в университете в Москве. Тебе не было скучно тогда? Иногда было одиноко, но привык. Что тебе нравилось в жизни одному? Можно делать, что хочешь, все зависит только от тебя. Я думаю, жить одному сложно. Да, нужно готовить и убирать самому. В семье легче, потому что все помогают. Правильно, мы делим обязанности. Мне нравится, когда вечером ужинаем вместе. Это самые теплые моменты дня. После работы приятно быть дома с родными. А если дома никого нет, то скучно. Верно. Дом тогда кажется пустым. Но жить одному – это свобода. Свобода хорошо, но и ответственность. А что труднее всего одному?
Когда болеешь, никто не принесет чай. Я даже боюсь оставаться одна надолго. Это нормально, Оля, со временем привыкаешь. Я все равно люблю нашу семью. Я тоже, доченька. Семья – это поддержка. А почему люди иногда выбирают жить одни? Иногда хотят тишины или личного времени. Мне кажется, с семьей веселее. Конечно, вместе легче решать проблемы. Спасибо, что делишься опытом, папа. Я всегда рад поговорить с тобой, Оля. Давай вместе попьем чай после ужина. С удовольствием, дочка, я принесу чай. Саша, ты уже поел или еще нет? Привет, Аня. Я ел час назад. А ты только что пришла? Да, у меня была работа до поздно. Сейчас ужинаю. Странно, мы все время едим в разное время. Да, у каждого свой график. Это неудобно. Когда мы были детьми, мы ели вместе всей семьей. Точно. Мама звала всех на ужин в 6 часов. Я скучаю по тем временам. Я тоже. Сейчас все заняты и приходят домой поздно. Ты завтракаешь дома или на работе? Чаще на работе. Я встаю поздно и спешу. Я завтракаю дома, но обычно в одиночестве. У нас даже обед в разное время. Удобно ли это тебе? Не очень удобно. Хотелось бы чаще есть вместе. Может быть, попробовать обедать вместе по выходным? Это хорошая идея. На выходных мы оба дома. В субботу приготовить что-нибудь вкусное? Можно сделать борщ или плов, как у мамы. Отлично, я помогу с нарезкой овощей. Спасибо. Мне нужна помощь, иначе все долго. Ты часто ешь в кафе после работы? Иногда. Но дома все равно вкуснее и дешевле. Согласен, дома уютнее и есть можно в тишине. А сейчас ты будешь пить чай со мной. Да, конечно, я поставлю чайник. Спасибо. Я принесу печенье из кухни. Саша, давай чаще устраивать такие вечера. Я только за. Мне нравится, когда мы вместе. Семья – это важно, несмотря на разный график. Главное – находить время для общения. Сегодня очень спокойно, мне это нравится. И мне. Ужин с тобой – хороший конец дня.